Всем привет! Добро пожаловать в новый видеоформат «Красимся и болтаем». Это такой мини-подкаст, где я буду делать вот этот вот макияж и болтать с вами на тему, почему вам стоит начать блог тоже, или Инстаграм, или ТикТок, или все что угодно, все, что вам нравится. Поэтому желаю вам приятного просмотра, а мы отправляемся делать вот этот вот самый классный, интересный макияж. Я решила сделать вообще такое разговорное видео, чтобы как-то больше видео было на моем канале и меньше могла прикладывать усилий к монтажу, но при этом были какие-то разговорные видео на канале, в которых вы бы тоже могли поучаствовать, в которых мы могли бы больше общаться, оставлять какие-то комментарии не только на тему бьюти, а на тему еще каких-нибудь интересных тем. Как бы странно это не звучало. В общем, да, я решила краситься, чуть поменьше монтажа, потому что видео, которые большие выходят на моем канале, они занимают огромное количество времени, примерно дня 3, чтобы снять, смонтировать, сделать обложку, сделать оправки, выложить. В общем-то, да, это занимает 3 дня, и чаще всего я успеваю сделать только одно видео в неделю. Хотелось бы немножечко больше каких-то более простых видео, разговорных, чтобы вы могли оставить какие-то вопросы в комментарии, а я могла краситься и отвечать на какие-то вопросы, абсолютно любые, про съемки, про канал в целом, про какие-то интересные темы, которые мы здесь с вами будем затрагивать. Например, сегодня я решила затронуть тему того, почему вам тоже стоит начать снимать свои ролики или вести какой-то свой канал, что вам это даст и почему вообще это классно, почему вообще это интересно, ну и вообще в целом, какие плюсы от того, что вы будете вести свой блог, вести свой канал, снимать видео. В общем-то, хочу поговорить вот на эту тему. Вы, пожалуйста, не проходите мимо и напишите в комментариях тоже свои какие-то пункты, почему вы начали вести блог или почему вы боитесь начать вести свой блог. Ну, а мы с вами обсудим это. Также можете подписаться на мой Инстаграм. В последнее время я его стала более активно вести. И также еще часто общаюсь в Телеграме, выкладываю какие-то посты. Хоть там и не очень много народу, но хочется сделать, знаете, свое такое какое-то комьюнити. Поэтому не стесняйтесь, давайте будем более общительными. Ну а сейчас я вам уже расскажу, почему же я начала вести свой канал и почему вам обязательно стоит начать вести свой блог. Первым пунктом я бы на самом деле хотела бы указать то, что это ваша память. Если вы начнете вести блог, неважно, пускай это будет Инстаграм или пускай это будет просто видео на Ютубе, какие-то влоги, это ваша память. Вы всегда можете вернуться к этим видео, к этим фото, к этим постам. Очень классный шаг для вашего какого-то будущего. Просто чтобы это было вашей памятью. Это прям здорово иногда вернуться и пересмотреть, с чего вы начинали, каким вы были. Я веду блог уже более года, наверное, года полтора, снимаю видео на YouTube, и мне иногда очень интересно вернуться и пересмотреть, потому что вначале я снимала какие-то влоги еще, сейчас я не снимаю влоги, в основном не выкладываю на этот канал, просто потому что я решила, что сфера именно бьюти мне более интересна, но, возможно, я вернусь в формат влогов, потому что они мне нравятся, я обожаю смотреть влоги, и да, возможно, я к этому когда-то вернусь. Вторым пунктом я бы хотела выделить то, что когда вы снимаете видео, вы, соответственно, прикладываете к этому какие-то усилия, и вы апгрейдите сами себя. То есть поначалу, возможно, вы будете неуверенно говорить, неуверенно снимать, быть вообще таким, знаете, вот новичком. Но со временем, когда вы будете снимать все больше и больше, говорить на камеру все больше и больше, у вас будет появляться огромное количество уверенности в себе, вы перестанете так стесняться, возможно, каких-то людей в целом, возможно, вы перестанете стесняться сами себя, потому что часто бывает такое, что включаешь камеру и ты начинаешь стесняться вот просто от того, что ты включил камеру. И это, к сожалению,
Достаточно частая, мне кажется, проблема у многих людей, кто начинает только снимать, ты не знаешь, что говорить, не знаешь, как поставить лучше камеру, ракурс и так далее. То есть это апгрейд себя в первую очередь. Плюс также вы будете заниматься монтажом, вы будете заниматься какими-то процессами, которыми вы не занимаетесь в обычной жизни каждый день. Будете намного лучше со временем монтировать видео, будете лучше со временем делать обложки, какие-то в целом фотографии, какой-то ваш контент будет становиться намного-намного лучше. То есть я стараюсь прям делать все лучше и лучше и лучше со временем. Большой минус того, что мне начинают писать на почту куча людей, которые: давайте я вам сделаю монтаж, давайте я вам сделаю обложку. Мой блог создан для меня в первую очередь, и меня это просто раздражает. Мне не нужно делать обложку, я сама делаю свой блог, я сама создаю, сама все в него вкладываю. Вот это большой минус, который меня раздражает, конечно, но что поделать? Мой блог для меня. То есть ваш блог может быть исключительно для вас, как ваше хобби. Плюс вот еще один пункт. У вас будет ваше хобби, у вас будет какое-то развитие, у вас будет какой-то просто интересный момент в жизни, которым вы можете наполняться. Меня, например, это очень иногда затягивает. Я просто обожаю иногда снимать видео. Мне иногда не хватает тем каких-то, но при этом мне хочется снимать. И для меня это прям, вот, знаете, такая душина. Мне прям безумно нравится, потому что вот что касается воспоминаний, я начала вести свой блог на ютубе вообще в 14 лет. Я вообще со времен динозавров и мамонтов, если, может быть, кто-то помнит, Лиза On Air, Елена 864, Ковка The Cat, например, до сих пор снимает свои видео тоже, Эстониана. Вот все эти люди учили меня краситься. И я вела свой канал, мне было 14 лет, я вообще ничего не умела, но я нашла программу по монтажу, я сидела, монтировала ролики сама. Просто, конечно, это было ужасно на тот момент, но это было так классно, это было прям моей любовью огромной, это были прекрасные дни, это было шикарное воспоминание сейчас, которое и остается по сей день. У меня была подключена монетизация, но я абсолютно ничего про это не знала, не умела в ней выводить деньги, абсолютно ничего. У меня было неплохое количество подписчиков на тот момент и даже хорошие просмотры. Из-за этого в этом возрасте моя мама, я помню, покупала мне какую-то недорогую косметику просто, чтобы я училась краситься, и меня это очень сильно все затягивало. А в 16 лет, по-моему, я стала визажистом, я пошла отучиться на визажиста. Но знаете, что было самое смешное? Когда я пришла учиться на визажиста, меня спросили, зачем я сюда пришла, потому что я уже все умела и знала. Я умела краситься, я делала это достаточно хорошо и уверенно, и это было очень круто, это было моей мечтой. В целом я хотела стать визажистом, но, знаете, потом как-то все перевернулось, перекрутилось, и я это все забросила на много-много лет. Но при этом моя мечта остаться вот визажистом или каким-то блогером, снимать все это, вот эта мечта во мне осталась, и я очень долго вспоминала все это. И в какой-то момент я решила, что я боюсь своей мечты, и мне просто нужно начать это делать и не бояться, просто потому что эта мечта моя не дает мне покоя, потому что я все время о ней думаю. И вот такие, в общем-то, положительные какие-то воспоминания у меня от всего этого остались, и поэтому я решила перестать бояться и начать вести свой канал, что выйдет, то выйдет. Плюсом ко всему, еще один момент того, почему вы можете начать вести свой канал. В какой-то момент он может принести вам денежку, монетизацию. Опять же, это не обязательно. Мой канал сейчас на протяжении 1,5 лет набирает маленькое количество подписчиков, не очень большие просмотры. Особенно в последнее время YouTube очень как-то вырезает мне просмотры, точнее показы. Одно мое видео может показаться на аудиторию буквально там 10 тысяч человек, хотя когда-то мои видео показывались там на 100, 200, и вот одно видео крутится уже на 500 тысяч человек. Ну, в общем, это грустновато немножко стало с просмотрами, с показами в последнее время. Но так как мой канал не монетизируется, и он вообще исключительно
мое хобби, я не беру никаких реклам, у меня абсолютно нету никаких на канале реклам сейчас, никаких брендов. То есть все, что я вам говорю и все, что я вам рассказываю, это исключительно моя рекомендация. Это исключительно то, что я действительно люблю, то, что я сама покупаю, просто потому что мне это нравится, мне это интересно. Меня никто не заставляет это все покупать и снимать, никто не присылает мне никакие там пиар-рассылки и так далее. Вот. Но я не исключаю того, что когда-то мой канал может вырасти и начать монетизироваться, приносить мне какие-то средства. В перспективе, если вы хотите сменить какую-то свою профессию или чтобы ваше хобби приносило вам какую-то денежку, мне кажется, это тоже очень классный вариант развития, классные перспективы на будущее. Я недавно увидела девушку в Инстаграме, которая рассказывала про отмазки того, почему она не начала снимать раньше свои какие-то видео, свои рилсы, и она сейчас очень сильно залетела. Начала снимать просто поставив телефон на туалетную бумагу. И мне показалось это очень классным и интересным моментом того, что ты можешь снимать, начать прямо на iPhone, и никто тебе в целом не может помешать, да, начать снимать. Ты просто сам находишь в себе какие-то отмазки и просто сам чувствуешь вот эту вот неуверенность в себе, и мозг начинает нам говорить, что ой, нет, у меня там нету того-то, 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 нету того-то, того-то. Я сама начинала снимать на телефон свои видео. Сейчас у меня 2 камеры, одна, на которой я сейчас снимаю, и одна уже такая прям профессиональная камера с хорошим объективом, которую я поменяла, чтобы моя картинка еще была лучше. Но это все вам не нужно, по факту. У меня iPhone 12 Pro, и я начинала снимать на него. Да, мне было неудобно, потому что я предпочитаю монтировать видео на компьютере, и мне приходилось все выгружать сначала на компьютер, и затем монтировать все на компьютере. Мне жутко неудобно все снимать на телефон и монтировать, поэтому мне мой муж подарил камеру. И я начала все сразу же снимать на камеру. Поначалу я не умела ее даже настраивать. Так вышло. Не умею я настраивать камеру, но мне было абсолютно все равно. Я снимала каждый день видео с макияжами какими-то, я снимала просто каждый день все, что я вижу. Таким образом я начала делать хоть какой-то контент. Поначалу это были какие-то влоги, просто видео. Все очень разное на самом деле было. Вы не представляете, какое количество видео скрыто на моем канале. Вот выставлено, наверное, 1/3 всех видео, которые я вообще снимала. У меня были влоги, у меня были рецепты, у меня были медитации, у меня было очень много всего. И мне до сих пор много всего из этого нравится, но я не хочу делать какую-то кашу на моем канале. Мне хочется, чтобы мои видео были какими-нибудь обо мне, о бьюти, вот. Но вам не обязательно ждать, когда вам кто-то купит или подарит вашу первую камеру. Это все на самом деле вообще ерунда. Вы можете начать снимать на iPhone, вы можете заказать самый дешевый свет. У меня, например, вообще не супер дорогие какие-то софтбоксы, у меня не супер дорогой какой-то свет. Самое главное, что вы начнете, вы можете начать делать фотографии, посты в Instagram и так далее. В общем, все можно начать с вашего телефона. Это абсолютно не проблема, это просто ваши отмазки. И я со временем это тоже поняла, что ой, я не делаю видео, потому что у меня там чего-то мне не хватает. У меня всего хватает. Я просто отмазываюсь от того, чтобы сделать какое-то видео. Самое элементарное. Вот, например, я очень долго откладывала то, что я могу краситься и разговаривать на какие-то темы. Это могут быть абсолютно любые темы, и это может быть мой такой просто мини-подкаст. Если это не пойдет или не понравится мне, или вообще в целом не будет просмотров, я ведь могу точно так же взять, просто скрыть это видео, и все. И его точно так же никто просто не увидит, а я со временем сделаю какой-то другой контент, другой формат, другое видео. Ну, в общем-то, да, как-то так. Еще один пункт, который мне сейчас пришел в голову, это то, что у вас будет постоянно огромное количество идей. Просто огромнейшее количество идей возникает в моей голове
Конечно, они тоже начали возникать не сразу же, но чем больше, чем дольше я этим всем занимаюсь, тем больше у меня идей. Мои идеи в основном только направлены на YouTube. Мне безумно нравится смотреть англоязычный YouTube. Часто я беру какие-то идеи оттуда, потому что просто мне это нравится. Вы можете брать с русскоязычного YouTube. Это вообще не важно, откуда вы берете ваши идеи. Главное, чтобы они нравились вам. В каждом из нас есть огромное количество потенциала, и вам не нужно просто стесняться того, что у вас может что-то не получиться. Ну, не получится и не получится, наплевать. А если вы попробуете, если у вас выйдет, вы представляете, как вы реализуете себя, свой потенциал, свои идеи, ваши идеи, конкретно ваши, не спиженные там у кого-то, грубо говоря, а именно ваши идеи могут вас очень далеко привести. Прикиньте, вы придумаете какой-нибудь супер интересный новый формат, и он залетит и станет популярным. Мне кажется, это очень и очень круто. Поэтому не бойтесь реализовать себя, не бойтесь что-то показывать из своей жизни. Если вы думаете, что вам нечего показывать, вы ошибаетесь. Даже если вы лентяй и ничего не любите, вы можете просто показывать то, что вы лентяй и вы ничего не любите делать. Вот и все. Покажите, как вы играете в компьютер, покажите, как вы читаете книги. Сейчас в интернете масса вообще всего, и люди, которые раньше показывали успешный успех, сейчас не так популярны, потому что успешный успех — это уже не модно и не популярно. Самый важный совет, который я бы могла дать, если вы только-только начинаете вести свой блог, это определиться реально, о чем вы можете говорить просто часами. Вот это самый такой важный совет и лайфхак, который я чаще всего видела. Найдите тему, которая вам нравится больше всего, о которой вы можете говорить часами. Мне, например, вот нравится говорить часами о косметике. Мне это очень нравится, я это очень люблю. Но еще также я могу часами вот рассказывать что-то, какие-то свои мысли излагать. Мне это тоже очень нравится. Мне бы хотелось бы как-то мотивировать людей так же, как я делаю это в этом видео, чтобы вы чего-то не боялись, чтобы вы чего-то достигали, чтобы в вашей жизни что-то менялось, чтобы вы ценили себя и старались сделать вашу жизнь хотя бы чуточку лучше, чуточку интереснее. Это не только касается блога, это касается чего угодно. И я вижу часто, как люди сомневаются и, допустим, долго не начинают снимать видео, вести какой-то блог, но потом, когда все-таки доходят до того, чтобы начать, они пишут о том, что как жаль, что я не начала это делать раньше. И мне действительно жаль, что многие люди не начинают раньше. Кто-то говорит о конкуренции, что типа зачем вам начинать вести свой блог, сейчас каждый второй блогер, да ну и пусть. И что? Так люди могут самовыражаться, могут говорить что-то, могут рассказывать свои мысли, могут найти себе друзей, не имея возможности найти их, допустим, в жизни. Вот. Это отличный вариант найти, создать свое комьюнити девчонок, например, болтать о чем-то, косметике, о еще каких-то темках интересных, о спорте, о еде, все что угодно. Это же так круто и интересно. Я не понимаю, почему многие этим до сих пор еще не пользуются. Да, другой вопрос, если вам вообще не хочется вести свой блог, да, и вообще зачем вы тогда смотрите это видео? Просто смотрите, как я крашусь? Ну, тоже вариант, конечно. Я хочу вот сказать, чтобы вы не откладывали ничего на потом, чтобы вы не сомневались в себе, вообще никогда не сомневайтесь в себе. Пускай в вас зародится та самая энергия антисомнения. Конечно же, у меня тоже, как и у всех, иногда возникает мысль в голове, что а зачем я вообще это делаю, а что мне это даст, а что мне это принесет. Но потом я отвечаю себе на вопрос, почему я до сих пор еще ничего не бросила, почему я до сих пор это делаю, потому что мне это нравится, потому что это в первую очередь для меня. Я делаю видео, шикарные видео, не для просмотров, а в первую очередь для себя. Вот недавно, например, у меня был момент того, что я сняла распаковку. Я ее снимала 2 часа. И только когда я закончила снимать, я увидела, что у меня отошла такая, в общем-то, штучка, которая включает микрофон. Что я не включила микрофон на видео, и все видео с плохим звуком. Вместо того, чтобы корректировать звук на постпродакшене, то есть на редакторе, я взяла его и удалила.
и сняла его заново, потому что я делаю в первую очередь для себя. И если я недовольна результатом, я не хочу выставлять это видео. Зачем, если я недовольна результатом, мне его выставлять? Ну, конечно, да, можно к себе очень сильно придираться из серии, что каждое видео плохое, но я выставляю то видео, в котором я более-менее довольна, в котором получился хороший результат. Конечно, я уже не придираюсь к каким-то совсем мелким косякам, но качество картинки и звук для меня реально важны, поэтому видео с плохим звуком или таким отвратительным, какой был там, я бы, конечно же, ну, просто-напросто бы не выставила. Это я бы просто не простила саму себя, потому что это был бы кошмар. Ну что, я заканчиваю наш макияж губами. У меня получился вот такой макияж. Все продукты я вам подписала на видео вот здесь вот. И я надеюсь, что вам понравился хоть чуть-чуть такой формат. Поэтому не стесняйтесь, пишите свои вопросы или просто оставляйте комментарии на какую-либо тему внизу под видео. Или же, может быть, вы стесняетесь и хотите задать какой-то вопрос на какую-то просто девчачью тему, чтобы мы потом в следующем видео с вами поболтали. Можете написать мне на контактную почту, которая указана внизу в описании. И я тоже с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Давайте сделаем такой мини-подкаст, красимся и болтаем. Я думаю, что это может быть хоть чуточку интересно. В общем-то, дайте знать в комментариях. Но я еще буду безумно вам благодарна за вашу подписку и лайки под этим роликом. Так я пойму, что действительно видео было интересным. Ну что, а я вот как раз закончила наш макияж, который делала все это видео. И буду безумно вам благодарна за просмотр, лайки, комментарии. Ну а мы с вами увидимся в следующем интересном, полезном и классном видео. До новых встреч! Пока-пока-пока!